Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы, и сегодня я расскажу вам о смартфоне Realme 11 Pro. Это китайская версия смарта, сразу успокою тех, кто беспокоится, что их блокируют. Эту модель пока никто не блокировал. Плюс 5G симку я вставил, и никаких проблем нет. Насчет глобалки, разумеется, она будет, но в китайской версии смартфона при любом раскладе, даже в этом смарте, у меня уже есть 7-й бенд для 4G, это раз, русский язык, Google встает без проблем, Play Market, MirPay и все остальное. У него очень классный экран, он практически не сбрасывает яркость минимально в играх. Я тестировал его уже и как камеру, отдельный обзор на лайв-канале, и как игровой смартфон, отдельный обзор на лайв-канале. Я считаю, что он все-таки все вывез, потому что там были определенные недостатки. И при его довольно скромных 560 тысячах баллов в Antutu и довольно неплохих за 50 тысяч баллов в Storage тесте, этот смарт показывает съемку максимум на основной модуль в 4К 30 FPS. Сразу всем, кому нужен ультраширик, ультраширика здесь нет. Здесь нет мини-джека и здесь нет инфракрасного порта. То есть они выпилили фактически все, что посчитали лишним. Если говорить о внешнем виде, я обычно очень сильно топлю за брутальность, хотя по мне не скажешь, что я должен за нее топить, но многие скажут, это не мужской внешний вид. Я вам скажу, что я, как человек, выращенный на всякой фантастике, считаю, что эта штука выглядит классно. Если кто-то будет говорить, что они украли у Huawei и Honor дизайн, а еще Oppo украл в X6 Pro и еще много кто, то давайте откровенно будем, что по большому счету все вертится вокруг кружков, квадратов и прямоугольников. И если сегодня мода на кружок, она будет у всех брендов, кто бы его первый не начал клепать. Если говорить о устройстве заранее, у меня к нему претензий за его стоимость нет. Я его приобретал за 21 500 рублей, сейчас на Али он 23 на момент издания обзора, во время распродажи 12 числа, если вы на нее попадете, то я думаю, где-то будет также 21-22 тысячи. За эти деньги девайс просто огонь. Да, мне не нравится то, что у него не прямые грани, но подбородка у него практически нет, и то, с кем он конкурирует, я считаю, что не могут предложить вообще ничего против него. Почему? Потому что с его характеристиками, его функционалом, даже при отсутствии всех этих портов, ультрашириков и всего остального, Realme просто рвут весь рынок опять. Напоминаю, что Realme 10 Pro Plus, кстати, можно было в китайской версии недавно купить 17200. Я понимаю, что кто-то в ритейле у нас покупает их по 40, по 45, но если вы зайдете на Али, неважно даже на Али, есть другие платформы, и будете приобретать себе китайскую версию смартфона от бренда BBK, в бренд BBK входит Realme, OnePlus и все остальные, вы сэкономите иногда даже в 3 раза средства. Они вообще GT3, Realme GT3 собираются продавать по 80 тысяч в российском ритейле, когда терабайтная версия на Али за 45, за 40 торгуется. Но это лирика, не лирика. Смарт классный, обзор смотрим, ставим лайк, пишем в комментах, что бы вы еще хотели увидеть на обзор. И как вам внешний вид, вот честно, неужели прям женский-женский? По мне нет. Классный. Я не говорю про расцветку, я говорю именно про стиль. Смотрим. Распаковка. У меня на руках китайская версия смартфона, глобалки пока еще не выпустили. Поставляется он в белой коробке с желтыми вставками из довольно плотного картона, как и раньше. Пришла коробка целая, как и сам смартфон. В комплекте мы имеем силиконовый чехол, документацию, смартфон, наклеенную защитную пленку, ключ для извлечения слота. Под 2 сим-карты карту памяти запихать нельзя. Блок питания на 67 Вт, кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Весит 11 Pro 192 грамма без чехла, а его габариты 162 на 74 на 9 мм без блока камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band в 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Ежемесячно подписываемся на телеграм-канал скидок. Скоро распродажа на Али, будет весело и много всего полезного. Телеграм-канал взаимопомощи, где вы можете написать ваш бюджет и требования к девайсу, и вам такие же пользователи, как и вы, что-то посоветуют. И мой личный телеграм-канал, где мы общаемся постоянно в режиме нон-стоп по поводу девайсов, которые я тестирую. Всем, кто подпишется на этот канал с колоколом, огромное спасибо. Перейдем же к смартфону. Приобрести данный смарт можно в 3 вариантах расцветки. Это черная, зеленая и бежевая. Тыльная часть выполнена из кожи Ливен, а рама пластиковая. Интересно выглядит трехполосный шов, который расположили по центру тыльной части. Но вот блок камер выглядит уже стандартно, но в любом случае сборка хорошая, как качество материалов. Официально заявлена защита от воды, брызг или пыли нет. И да, если вы обратите внимание, то
небольшой зазор между задней крышкой и рамкой есть. Смартфон в руке ощущается довольно тонким и удобным благодаря закругленным краям, хотя я привык к прямым граням. Использовать одной рукой его можно, но не всегда удобно, опять же, пока не привыкнешь. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, два микрофона, два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos, качество звука хорошее, на борту есть предустановки звучания, что удобно, но нет кастомного эквалайзера. Кодеков высокой четкости на борту более чем достаточно, вибромотор тактильно неплохой, но не настраиваемый и не топовый. Минус за то, что нет мини-джека и нет ИК-порта. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей, Full HD+, и закаленным стеклом. Соотношение экрана к корпусу 93,65%, рамки есть, но они небольшие, как и в целом подбородок, за что отдельный плюс. Контрастность 5 миллионов к 1, но мы помним, что это маркетинг, так же как и цветовой охват 100% DCI-P3 с поддержкой 1,7 миллиарда цветов и HDR10+, разумеется, тоже. Смартфон имеет 20 тысяч уровней затемнения для более плавной регулировки яркости, автояркость работает отлично и корректно. Пиковая яркость 950 нит, при прямом попадании света на экран яркости экрану в целом хватает, и пользоваться в солнечный день смартфоном можно, но запаса яркости нет. Плотность пикселей 394 ppi, что хорошо, но опять же я считаю, что если вы хотите или планируете использовать смартфон как читалку, нужно 500 ppi. Частота обновления экрана максимум 120 Гц, также есть автовыбор, что удобно. Тач на 360 Гц, а мгновенная частота дискретизации до 1260 Гц. Тест на частоту дискретизации касания показал средненький результат. Мультитач есть, экран на 10 касаний откликается без проблем. И да, бывают смартфоны, которые долго откликаются, и даже все еще существуют в продаже смартфоны, правда в основном третьего эшелона, которые не откликаются на 10 касаний. Полноценный Always On дисплей на борту, высокочастотное шим-затемнение до 2160 Гц, но напоминаю, что абсолютно безопасным считается 3000 Гц. Маркетологи не знают о том, что мы знаем, правда? Показатели шима вы можете наблюдать на экране, и выше 20% он не поднимается, что считается хорошим результатом. Далее, разблокировать экран можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, с измерением пульса, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя, и при этом можно завести 5 других отпечатков пальцев. Распознавание лица срабатывает хорошо, внести биометрические данные можно только одного лица. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Dimensity 7050 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,6 ГГц, графический процессор Mali G68, интерфейс Realme UI версии 4.0 на базе Android 13 версии, русский язык на борту, перевод неполноценный, так как встречаются надписи на китайском языке. Интерфейс работает шустро, без каких-то тормозов. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 8 или 12 гигабайт. Виртуально расширить ОЗУ возможность есть, но напоминаю, что это все маркетинг, и это не работает. Внутренняя память версии UFS 3.0, но по тестам скорее даже выше, на выбор 256 или 512 гигабайт, и напоминаю, что расширить память, вставив microSD, нельзя. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G сетей, что не для всех особо актуально, но хорошо, что они есть, и технология Dual 5G. Для 4G сетей 7 бенд на борту, 20 нет. VO LTE и VO Wi-Fi на борту, датчик приближения отрабатывает без нареканий, запись разговора в стоке есть, так как это китайская версия и без уведомления собеседника о начале записи. Bluetooth не последней версии 5.2, NFC модуля нет, что прямо эпичные фейлы. Когда ты настраиваешь смартфон, тебе даже предлагают установить RealPay. Ну, в целом, у них в Азии большинство оплат проходит QR-кодом. Те, кто бывал, те знают. Для нас это неудобно. То есть для нас это конкретный минус, что NFC модуля нет. Потому что при помощи NFC также, если у вас есть какие-нибудь соневские наушники, вы быстрее подключаете эти наушники к устройству, потому что они могут использовать NFC-метку. GPS-тест показывает точность в 1 метр, что стандартно для Dimensity, но на Dimensity очень часто жалуются в плане навигации. Емкость аккумулятора 4870 мАч. В PC-марке смартфон выдал при максимальной яркости и максимальной герцовке 9 часов 51 минуту экрана. А Works Performance 14371 балл, и это очень круто. 11 Pro поддерживает быструю зарядку на 67 Вт. Заряжается он от 0 до 100% за 50 минут. И согласитесь, это быстро. Беспроводной зарядки нет, что неудивительно за эти деньги. Поедает за час видео просмотра на YouTube на максимальной яркости по Wi-Fi у меня около 3% заряда. При том, что в играх с одновременным стримингом и мобильным интернетом за час он поедает в целом 28%. Запись стрима вы можете посмотреть на лайв-канале. При постоянном Wi-Fi в играх он будет примерно поедать 23% без стриминга на Твиче. Смартфон показал себя неплохо, но расход заряда все равно выше среднего показателя в разы. Напоминаю, что недавно я гонял Poco X5 и барабанная дробь он съел всего 15% заряда за час. Но это, правда, лучший результат
из того, что я тестировал, в среднем все смартфоны едят 20-21%. Genshin Impact запускается за 27 секунд, что не быстро, но и не медленно. Когда-то мы радовались, когда он запускался за минуту, правда? Перейдем же к тестам. В тесте на стабильность смартфон выдает следующие результаты. 187 гипсов минимально, максимально 255, в среднем 213 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6 в синглкоре 931, в мультикоре 2182, 3D Mark показал Wildlife 2275, Wildlife Extreme 623, Wildlife Stress Test 2297, Wildlife Extreme Stress Test 636, Slingshot Extreme 4082 и Slingshot 5019. В Antutu устройство выдавало 585 тысяч попугаев, потратив 4% заряда на тест. И это хорошо. Storage тест показал 58 тысяч, 45-минутный стресс-тест прошел он стандартно, результаты вы можете наблюдать на экране. Далее, блок камер с тыльной части состоит из двух сенсоров и LED-вспышки. Основной модуль на 100 мегапикселей со светосилой f1.75, углом обзора в 79,5 градуса и макросенсор на 2 мегапикселя с фокусным расстоянием в 22 мм, углом обзора в 88 градусов и светосилой f на 2.4. Сверхширика нет, за что минус. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 4К 30 FPS, оптостаб на борту, фронтальный сенсор на 16 мегапикселей с углом обзора 82,3 градуса находится в верхней части экрана по центру в небольшом вырезе. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. В стоке смартфон имеет достаточное количество режимов, всевозможных вспомогательных функций. На лайв-канале есть 11-минутный пример видео в 4К 30 FPS одним кадром. Я рассказывал об этом смартфоне, что запомнил. И плюс вы видели, как он справляется с не самыми лучшими условиями. 11 минут весили 5 гигабайт. По мне, стабилизация не особо хорошая, картинка слишком контрастная, основной сенсор плохо справляется с перепадами света. Для примера, несколько таких видео есть у меня уже на Pixel 7a, допустим. И на другие смартфоны приходите, смотрите на лайве, как, опять же, YouTube будет что-то пережимать, как он будет крашить цвета, потому что я записываю со смарта, без рендеринга закидываю на YouTube, и вы видите, что в итоге вы получите, если вы планируете что-то снимать и выгружать. 8К здесь нет. Как справляется со светом, зайчиками и всем остальным смартфон вы видите сейчас. Скорее всего, я его одним кадром также на лайв-канале прогоню. Почему? Потому что все-таки это смарт должен быть, по идее, про камеру, как и 10-я линейка. И в целом, при съемке с одной руки, как вы видите, качество довольно неплохое, учитывая, что, напоминаю, что солнце бьет прям в линзу. Если идти по дороге, сейчас дойдем до тенька. Как работают микрофоны в смарт-чехле, как работает стаб, вы сейчас видите. Ну и фронталка, ретушь на нуле. Вот так вы сможете себя снимать на фронтальную камеру. Роллинг шаттер не вижу, но может быть он есть. Надо смотреть будет потом. Я, конечно, не понял, в чем идея у Realme, но максимум 4К 30 FPS, съемка с одной руки. Напоминаю, что обязательно катайтесь в шлеме, обязательно катайтесь так, чтобы обе руки были на руле. У меня все для контента, и, может быть, это не очень хорошо. Но вот так примерно вы сможете снимать те или иные условия обстановки с одной руки при максимальном солнце. Оно прям жарит. Прямо в сенсор, в 4К 30 FPS, наверное, в 1080p 60 FPS тоже сделаю. Потому что мне кажется, что вам больше понравится картинка даже в 1080p 60 FPS, чем 4К 30 FPS. Ну что ж, съемка с фронталки 1080p. Так не делаем, ни в коем случае не смотрим в камеру, не употребляя алкоголь, не катаемся. Катаемся, используя две руки, полностью внимание на дорогу. Но вот так будут отрабатывать ваши микрофоны, так будет отрабатывать ваш смартфон, если вы будете разговаривать, опять же, находясь в шлеме, и ехать со скоростью где-то 40 км в час, плюс-минус, периодическими остановками, плюс еще ветер и смарт в чехле. То есть никаких особых приятных условий для него нет, плюс 1,5 метра до самого смартфона. Я не уверен, что вы вообще что-то слышите, надеюсь, что-то слышите. И как обещал, 1080p 60 FPS. Вот так примерно вы сможете снимать на смартфон днем в идеальных условиях. И насколько хороша картинка, решать вам. В движении разговариваю через шлем, но без закрытого забрала. Вот так вы сможете снимать те или иные объекты. Вот сейчас заезжаю в тень, ему должно стать лучше.
большому счету 1080 FPS хватает, хотя, опять же, повторяюсь, хотелось бы 4К 60 FPS, но я не думаю, что этот процессор хорошо с этими 4К 60 FPS справился бы с обработкой. Пока только... Ну что, ношу этот смарт, и что я вам могу сказать? У меня одновременно получается на обзоре добивание Poco X5, который уже не знаю сколько раз у меня обновлялся. И получается, что Poco X5 плюс-минус те же деньги. И когда, опять же, я вам рассказывать буду про минусы, и вначале я по-любому про них рассказывал, и какие-то ремарки говорил, и перед рассказом про камеры, мы всегда держим в уме, что эта штука чуть-чуть на 1500-2000 тысячи дороже, и не всегда. И выглядит она классно, и возможности у нее в разы больше. То есть это абсолютно next level. Это как ты покупаешь дорогой бюджет, ник, либо покупаешь дешевый средняк. Вот это дешевый средняк. Вот так он работает в лифте, фронталка. Смотрим апертура 1.75. В основном фотографии были у меня с основного модуля. Если говорить о фронталке, что бы вы ни делали, будет все выглядеть довольно дешево. Не так дешево, как портретный режим, опять же. Видите, апертура 4 и ISO 107. Вот здесь фотография в движении специально на байке фотографировал. Номера видны у машин. Да, понятно, что освещение идеальное, но в движении вообще, в принципе, ничего не любят фотографировать. Особенно из тех устройств, которые я тестировал до 20 тысяч рублей. Да, здесь в местах пересвета какая-то печаль, но основные объекты нам необходимые можно вырезать. И немного ночных фотографий для того, чтобы вы понимали, что это все довольно так сомнительное удовольствие. То есть ночное фото на этом смартфоне, особенно объектов в движении, допустим, это мракобесие. Фронталка притом сработала не худшим образом. Опять же, если это все использовать в соцсетях, то этого вам хватит. Если для чего-то другого, то не всегда. Вот смотрите, две фотографии, и одна была просто, можно сказать, непотребна только для соцсетей, вторую уже можно что-то с ней делать. Почему? Потому что даже волосы он более-менее правильно вырезал. Вот это, допустим, фотография говорит о том, что если встать, подождать, у вас может быть даже ночная фотография нормально получится. Да, по углам здесь полная печаль, но то, что должно было получиться нормально надпись, здесь удалось смартфону это все сделать. Минусы. Огромный минус, что нет NFC-модуля, нет АК-порта, нет мини-джека, нет 60 FPS для основного сенсора, нет 20-го бенда в китайской версии смартфона, не хватает яркости, нет сверхширика. Это странно, но я, если честно, это поддерживаю, потому что приличные сверхширики, по моему опыту, либо это в суперфлагманах, либо второй вариант это в GoPro-хах. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Напоминаю, что распродажа будет 12 числа, может быть, как-то что-то где-то и просядет, но по моему опыту Realme становится, к сожалению, среднего сегмента только дороже. Блокировок у меня никаких не было. Напоминаю, что с Realme 10 Pro была история, что смартфоны блокировались, разблокировать их можно было либо кодом, либо отдав в сервис-центр. Такого, чтобы у кого-то что-то не разблокировалось вообще, я не читал. Можете написать в комментариях, вдруг у кого-то было. У меня этот смарт работал неделю с симкой, и никаких предупреждающих сообщений не всплывало. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Всем, кто посмотрел этот ролик, огромное спасибо. Не забудьте подписаться на телегу скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. А если поставите колокольчик, 30-кратное вам спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. И резюмировать мне, как всегда, хочется на камеру основную смартфона. Напоминаю, что ультраширика здесь нет, основа здесь снимает максимум в 4К 30 FPS, и все эти 100 мегапикселей у камеры, суперфото, еще что-то, я не буду вам об этом рассказывать. Почему? Потому что для нормальных фотографий у любого девайса нужны нормальные руки и правильно включить голову. Чем дороже девайс, тем меньше условий там нужно каких-то соблюсти для того, чтобы у тебя появилась нормальная фотография, но без головы она у тебя все равно не появится. Если говорить об освещении, при любом раскладе освещение необходимо, и все эти тесты ночью, вечером, все остальное, что я делаю или еще кто-то и в движении, это не от большого ума, скажем так, потому что от большого ума ты должен искать идеальные условия для съемки, а потом уже снимать, а не то, как делают блогеры, в том числе, повторяюсь, я. Так вот, что с этой железкой? Эта железка, это в моем понимании, ввиду того, что она еще мне и внешне нравится, просто бомба за 20 тысяч рублей. Настолько крутой девайс, 21, даже 22, это прямо вау.
Да, они могли бы сюда еще 4К 60 FPS впилить, они бы могли еще помимо этого, не знаю, мини-джек бы сделать, еще что-то. Но, друзья, а что за эти деньги можно приобрести? Poco F5, ну, смешно. Да, здесь нет 20-го бенда, но есть 7-й. Да, это не глобалка, и в глобалке они опять завезут этот бедный 11 Pro за, не знаю, там 40-45 тысяч рублей, и все в ритейле будут говорить, да, они там кукукнулись. Но BBK, в принципе, не настроен на продажу в России. Весь их конгломерат, который у нас занимается продажами, они настроены только на одно, на то, что освоить деньги на рекламу, потому что они никаким образом не популяризируют этот бренд, а единственная популяризация — это не вот такие люди, как я, в камере, еще что-то, или реклама. Это низкий ценник в ритейле, демпинговать у дома, чтобы максимальное количество людей ходило с трубками Realme, еще какими-то, и говорила: я купил глобалку здесь, потому что она стоит копейки. Ну, жмитесь вы на 1 год, пусть люди закупятся, пусть поймут, что это такое. Но, как говорится, не мне их учить. Если говорить о китайской версии смарта, которая была у меня на руках, повторяю, здесь есть гуглы, здесь есть без проблем как русский язык сразу из коробки, здесь есть 7-й бенд, ничего не блокируется, и забываем вообще про возможность покупать в ритейле. Китайские версии, да, там на каком-нибудь Авито у тех же перекупов, потому что начнется сейчас распродажа, их начнут там продавать по 21, потом их по 23, по 25 можно будет приобретать у нас, и их, еще раз повторяюсь, учитывая совокупность того, что может данный девайс, какие у него перспективы, потому что 500 тысяч баллов в Antutu это уже запас на 2 года, я могу рекомендовать однозначно. Всем, кто напишет мне по поводу брутального дизайна, ну окей, хорошо, не выбирайте там кружочки, выбирайте только квадратики, треугольники, и чтобы обязательно острый был, ну еще что-то подобное. Мне смарт понравился, как внешне, так и железка. Как блогер могу сказать, что он своих денег стоит однозначно, в отличие от тех средняков, которые я недавно тестировал. И, разумеется, когда появится, не если, это все дело в глобале, я куплю это все дело, расскажу, за какие деньги я смог приобрести. Тоже, опять же, на глобальных площадках можно приобрести дешевле, чем рядом, постучавшись в двери магазина, потому что там людям надо платить за аренду, продавцам, еще много всего, и еще и акционерам что-то заплатить. Разумеется, там наценки значительно выше, чем в сетевых магазинах, в которых вы приобретаете через сеть. Хотя те же налоги они платят, но все равно. Девайсу от меня однозначное 100% да. Напоминаю, что съемка ведется на него, микрофоны родные. Звук здесь не супер, но освещение хорошее, он должен справляться. Добра и удачи вам, дорогие друзья!